Из Амстердама я отправился на юг страны. Следующая остановка стал Лейден, небольшой городок, история которого насчитывает более 1000 лет. О тех далеких временах напоминает старинный замок, но известен город другим. Во-первых, в Лейдене много красивых каналов, а во-вторых, это город университетов и родина многих знаменитых людей. Здесь был основан первый университет в Нидерландах в 1575 году. А также в Лейдене родились знаменитый художник Рембрандт, король Германии Вильгельм II, музыкант Армин ван Бюрен и Ждун. Да, я не шучу. Скульптура голландской художницы Маргарет ван Брейфорд «Ждун» была создана в Лейдене и изначально должна была символизировать терпение и надежду пациента в очереди к врачу, но стала популярным интернет-мемом. Еду дальше. Через небольшие голландские поселения с красивыми домиками и парками, двигаясь по идеально ровным дорогам к побережью Северного моря. За время своих путешествий я успел побывать на берегах более чем 10 морей, но кто бы мог подумать, что самое северное из них так и называется Северное. Это одно из самых мелких морей в мире, средняя глубина его около 100 метров. Оно омывает берега Бельгии, Германии, Норвегии, Дании. И отсюда, из Нидерландов до Великобритании, всего чуть более 200 километров. Вечером через каучсерфинг я остановился в доме парня по имени Эрвин. Он родился и вырос в Нидерландах, живет в городе Васенар. Его дом – это настоящий музей. Эрвин обожает историю города и собрал множество старинных вещей, включая карты, картины, ключ от города и многое-многое другое. А на ужин мы готовили мясо с овощами. Жарили прямо на столе. Эрвин говорит, что такие плиты очень популярны в Нидерландах, и голландские семьи очень часто собираются и готовят ужин вместе. Думаю, это особенно интересно детям, а еще еда так остается всегда горячей. Вкусно отужинав, мы решили не оставаться дома, а поехали в один из самых известных городов в стране – в Гаагу. Тем более, что он находится всего в 20 километрах. Круто, когда страна маленькая и все достопримечательности рядом. Гаага – это место, где вершатся судьбы мира. Но здесь находятся крупные международные правовые институции, среди которых Суд ООН, Европол, Евроюст, Организация по запрету химического оружия. В Гааге размещается Нидерландский парламент и правительство, а также находятся 2 королевские резиденции. Такой вот публичный туалет, который не закрывается. А вот еще один небольшой городок на юге Голландии. Он называется Вайсенар. Имеет 8-вековую историю, отлично сохранившуюся ветряную мельницу, в которую, кстати, можно бесплатно залезть. Красивый лес и множество богатых особняков зажиточных нидерландцев из близлежащей Гааги. Говорят, что здесь можно найти самые дорогие дома во всей стране. Hello, I am Erwin. I'm from the Netherlands. I live in Wassenaar.
small town between Den Haag and Leiden. I like traveling. I haven't been that far, but I like to do some more traveling. But I also like to come back home because I really love my country. I love the place I live in. And I think that also makes me happy just to be home and surrounded by people you love, people you know, and making the most out of life, and also showing people what this area is all about. And then you appreciate it more, experience more in it, and having also people say how they feel about it gives you a new perspective on life. That's what I like to do. А это голландский фастфуд. В стране обожают рыбу, и ее соленую, жареную в кляре можно купить практически повсюду. Очень вкусно и недорого. Город, в котором я нахожусь, называется Делфт. Вы что-нибудь слышали о нем раньше? А ведь он является первой столицей Нидерландов. Кроме этого, город известен тем, что в нем был убит принц Оранский или Оранский в 1584 году. С тех пор всех членов нидерландской королевской семьи хоронят в новой церкви Делфта. Сегодня город является одним из основных центров разработки высоких технологий в Нидерландах, а также известен производством фарфора. Эта продукция узнаваема во всем мире своим сине-белым цветом. Удивительно, но в такой небольшой по площади стране Нидерланды можно найти столько всего интересного. Но более странно то, что практически все туристы направляются лишь в Амстердам. А ведь кроме него есть и другие интересные места. На этом мое путешествие по Нидерландам не заканчивается. Дальше Роттердам.